Это самые позитивные люди в нашем городе. Мне они нравятся, а вот мама считает их ужасно навязчивыми и терпеть их не может. Я не представляю ни одного вечера без них. Честно говоря, они не дают нормально посидеть ни в одном заведении. Кто-то приходит нас послушать каждый день, а кто-то избегает и ругается. Но я считаю, что без нас у этого города просто не было души. Добро пожаловать в Канкун! Это жизнь других. Многие почему-то представляют себе Мексику так, будто здесь все ходят в сомбреро и едят тако, и дни напролет валяются в тени кактуса. Но я вам скажу, что это люди не видят дальше своей Википедии. Ведь все это банальные стереотипы. А вот как живет народ на самом деле, я вам сегодня и расскажу. Канкун – это знаменитый курортный город в Мексике, расположившийся на берегу Карибского моря. Здесь всегда тепло и всегда красиво. Отдыхать в Канкуне – одно удовольствие. Но как бы было бы, если бы я здесь не отдыхала, а жила? К примеру, если бы я родилась в семье Марио, то жила бы в бедной семье и не в самом благополучном районе. Глава семейства был бы пастором местной церкви, а мама – простой домработницей. А вот если бы я была как Роберто, тогда я была бы смотрителем музея, но не самого обычного. Все мои экспонаты находились бы глубоко под водой. Конечно, я могла бы быть женой Жана, то есть женой самого обыкновенного мексиканского шамана. Но забавнее всего то, что кем бы я ни была, очень маловероятно, что родилась бы я именно в Канкуне. Подавляющее число взрослых людей, которые живут в Канкуне, родились совсем не в Канкуне. Дело в том, что всего лишь несколько десятков лет назад здесь была маленькая рыбацкая деревня, но потом из нее сделали курортный город, и началось. Сам я родился в другой части Мексики, а сюда переехал лет 20 тому. Я родом из Канкуна, но из всех, кого я знаю, такой только я один. Я перебралась в Канкун около 7 лет назад. Все ради работы. В этом году совершенно неожиданно для меня очень много народа полетело отдыхать именно в Мексику. Оно и не удивительно, ведь здесь и тепло, и колоритно, и вкусно. Но я вам скажу, что такой отдых может еще быть и недорогим. Просто воспользуйтесь сервисом поиска дешевых авиабилетов «Авиасейлс», и вы будете летать заметно экономнее. Я же, приехав в Канкун, решила первым делом, чтобы вы думали, пойти на море, в музей. Ох, нет, конечно же, поесть. Да, примитивно, зато вкусно. Ну что, шефы всего мира, трепещите, хозяйки, доставайте свои блокноты и ручки. Будем готовить супер-супер блюдо. Какое, кстати, что будем готовить сегодня? Сегодня, что рыбаки поймали, то и будем готовить. Это любимая у местных рыба гуачинанга, а блюдо называется тик-эн-чик. Рыба гуачинанга – это мексиканский луциан. Одна из самых распространенных рыб в Мексиканском заливе. Здесь она очень популярна. Весь мир знает про мексиканские такос и фахитос, но именно в Канкуне популярная рыба гуачинанга. Поэтому, если хотите попробовать именно канкунскую кухню, то обязательно просите именно рыбу гуачинанга. Давайте закрепим. Гуачинанго. Гуачинанго.
А блюдо называется тик-эн-чик. Запомнили? Я знаю, что нет. Ладно, титры вам в помощь. Так, я вижу, что лук, помидоры, халапеньо и огромный кусок масла. Все это мы сейчас почистим и обжарим. Потом добавим острый соус и готово. Сколько тебе времени нужно для того, чтобы приготовить это блюдо? До 5 минут. Ну что, все, 5 минут, так сказать, и рыбка у нас на тарелке. Жду. С рыбой только тут. Сейчас сам придешь. Шеф не соврал, и через 4 минуты 43 секунды мне на стол поставили блюдо, которое, как вы помните, называется... Чик-чик. Чик-чик, чук-чук, чик-чирик. Как бы она ни называлась, господа, выглядит это потрясающе. На вкус сейчас я вам скажу, но в преддверии всего могу уже догадаться. Как вы поняли, название рыбы я так и не выучила. В общем, опять читайте титры. Честно сказать, ничего сверхъестественного в этом блюде нет. Просто вкусная свежая рыба с вкусными свежими овощами. Соус для меня слишком острый, но это на любителя. Но еще я бы сказала, что... Как на мой вкус, соли маловато, но это же не проблема, правильно? Ну что, операторы мои, так сказать, в ожидании. Особенно один, который считает калорий. Представляете, у меня стал работать оператор, который считает калорий. Дожилась. В ресторанах Канкуна средний чек может быть очень разным, потому что есть рестораны для туристов и есть заведения, где чаще всего едят местные. В первом случае это 3000 песо, а во втором всего 500. Ходить же по заведениям местные очень любят. В заведениях местный народ питается примерно так же часто, как и дома. В первую очередь, мы очень общительные, поэтому любим выходить в люди. А во-вторых, это банально удобнее. При этом в любом ресторане или кафе Мексики в чек уже будут включены чаевые. Кстати, это и есть основной заработок официантов. Ведь просто зарплата у них минимальная. Это 5000 песо. А с чаевыми можно заработать в разы больше. У нас так принято. Если тебе помогли, отблагодари. Мы даем чаевые не только официантам, но и парковщикам, швейцарам, заправщикам. Всем, кто работает в сфере обслуживания. Да на чай могут оставить даже мне, врачу, за прием. Когда пришло время рассмотреть сам город, я поняла, что тут и присматриваться-то особо не к чему. По сути, здесь всего одна открыточная улица с массой шикарных отелей. Прямо как в Лас-Вегасе. И так же, как в Лас-Вегасе, казино отели в Канкуне приносят городу основной заработок. В одну из таких гостиниц я сейчас и хочу зайти и посмотреть, на самом ли деле там так весело, как все говорят. А самое интересное, весело ли тем, кто тут работает, а не отдыхает, а? Вот это интересно. Розио, скажи мне, почему отдых в Канкуне популярен, ну, правда, во всем мире? Это же не только из-за моря. Потому что здесь есть масса всего. И пирамиды индейцев, и просто развлечения, и, конечно же, уникальное море. Ну, слушай, вот тут на набережной находится, ну, я не знаю, какое количество пятизвездочных отелей. Наверное, у вас просто адская конкуренция. Так и есть. Но тут важно иметь свою фишку. Тогда и клиентов будет хоть отбавляй. Например, у нас это музыка. Этот отель действительно имеет свою очень крутую фишку, но еще и мировое имя Hard Rock Отель. Здесь делается все, чтобы клиент мог отдохнуть как настоящая рок-звезда. Вот, правда, не уверена, что можно выбрасывать телевизоры из окон и громить номера. Вода в нашем море уникального цвета. Только здесь существует 7 оттенков синего. Сочетание таких цветов вы не увидите больше нигде на планете. Но надо сказать, что уникально тут море. Отели такие же, как и в знакомой всем нам Турции. All-inclusive, бассейны, шезлонги, коктейли и вечеринки каждый день. Профессия обслуживающего персонала, кстати, самая популярная работа в Канкуне. Причем это касается не только отелей, но и частных домов. Как, например, у моей знакомой Инны.
Это наша домработница Маргарита. Живет с нами уже 3 года. Шикарно убирает, готовит и прекрасно поет. Ну, то есть поет это хорошо. А вообще, вот скажи мне, сложно тут найти вот вообще человека? Все-таки он должен вхож быть в дом. Мало того, что он должен знать свои обязанности, он должен быть еще и порядочным. Сложно. Казалось бы, каждый второй здесь работает в обслуге, но хорошего человека найти – это реально большая проблема. Я пришла сюда работать сразу после того, как закончила школу. Да, в общем-то, и все мои одноклассники пошли в сферу обслуживания. Кто домработницы, кто в ресторан, а кто в крупный отель. Ну, про отель и продолжим. То есть люди приезжают на отдых, они могут себе позволить все, что угодно. Бар у вас там вообще бесплатно. Если вдруг люди, я не знаю, будут неадекватные или как-то себя вести, то есть вот что вы можете сделать? Поверь, это вообще не проблема. Это же рок-н-ролл. Человек приехал сюда отдыхать, ну так пусть отдыхает. Ну, разобьет какой-то там условный телевизор, ничего страшного. У нас есть новые. Ничего себе, вот это отдых. Интересно, что же тогда может остановить это необузданное веселье? Ураган? Ураганы? Да нет, туристы бывают хуже ураганов. А если без шуток, то ураганов мы давно не боимся. Ведь у нас в отеле есть целый отдел, который ответственный за безопасность во время природного бедствия. И этот отдел работает круглосуточно. Но если туристы здесь веселятся с утра до ночи, то местные ведут нормальный образ жизни. То есть с самого утра кто-то бежит на работу, кто-то на учебу, а кто-то ведет ребенка в детский сад. Но в детский сад как раз можно не спешить. Утром можно привезти свое чадо и позже. Но вот когда ты его будешь забирать, лучше не опаздывать. Детские сады в Канкуне работают с 8 до 2 часов дня. И если родители опоздают забрать ребенка в 2 часа, ничего страшного, пожалуйста, опаздывайте, платите 1 песо в минуту и занимайтесь своими делами. Деньги капают. Детские сады в Канкуне есть государственные, а есть частные. Последние, само собой, платные. Их стоимость начинается от 3000 песо в месяц. И это, напоминаю, за полдня. Разница между частными и государственными садами разве что в том, что в государственных изучают только испанский язык, а вот в частных языков изучают несколько. Ну и еще то, что частные работают на час дольше, не до 13 часов дня, а до 14. Выбор частной или государственной школы, как и всегда, зависит от достатка. Но вот воспитание как в бедных, так и в богатых семьях абсолютно одинаковое. Как вы воспитывали своих детей? Вы их наказывали? Вы как-то заставляли их работать? Если не слушались, я их шлепала. Все эти разговоры и объяснения в воспитании никак не помогают. Молодец. Я тоже так считаю, да, знаешь, вот эти вот разговорчики, знаешь, я буду 2 часа с ним разговаривать, он все равно ничего не понимает, понимаешь? А так, один раз, и все. Инна, а скажите, вот как вы воспитываете детей? Все-таки такой вот возраст, 14 лет, 19. Если честно, очень строго. Мы много чего запрещаем, постоянно следим и ограничиваем во времени. Но причина этому курортный город, где очень много соблазнов, и все слишком доступно. Ну а скажи мне, а к тебе подружки могут приходить в гости? Могут. Но сначала надо спросить у родителей, и они должны договориться с родителями подружки, чтобы те привезли ее, а потом забрали. За детьми в Мексике, как правило, следят очень-очень внимательно. Ведь по статистике мы лидер по киднеппингу. Канкун в этом смысле город спокойный, но многие родители все равно остаются настороже. Ведь у зажиточных людей ребенка могут украсть, а потом требовать выкуп. Ну, не будем о грустном. Давайте лучше поговорим о веселом. О школе. Она здесь, как правило, находится в том же здании, что и детсад, просто на другом этаже. Школьниками мексиканские дети становятся, когда им исполняется 5 лет. Уроки у нас начинаются в 7:30 и идут до 14:30. Но есть такие школы, которые работают в 3 смены аж до 10 вечера. И тут уже разницы между частными и государственными школами нет. Зато в другом, куда более трепетном вопросе разница есть. Да еще какая!
если в Канкуне в государственной школе все абсолютно бесплатно, даже учебники бесплатны, то в частной родители должны за все платить, даже за книги. Месяц обучения в частной школе обойдется родителям в 5, а то и в 10 тысяч песо. Все зависит от уровня школы. Но даже минимальную цену может позволить себе далеко не каждый. Простой народ чаще отдает своих детей в обычные государственные школы. А вот как этот народ живет, я решила посмотреть лично. Правда, ворота мне открыли не сразу. Ну, Марио. Марио, уху, уху. Ну, это... О, Марио! Оля, я так уже, знаешь, обрадовалась. Пришла, думала, уже меня никто не пустит. Пустишь? Конечно, заходи. Ой, ну у вас такой большой двор, я тебе хочу сказать, да? Да, несколько сотен квадратных метров. А, да ты что, ничего себе. Так ты богач? Разве что богат здоровьем. Ой, слушай, так я же это имела в виду. Конечно, здоровьем, о чем ты еще и думал. Дом Марио, да, собственно, как и все дома в этом районе, огорожен высоким забором. Все в целях безопасности. В небольшом доме ютится вся его семья. А это жена, 4 детей, семья брата и их общая мама. Сам Марио – местный пастор, а свою паству принимает просто во дворе. Собственно, поэтому он такой и просторный. Еще хочется сказать, что этим я не зарабатываю. А Святым Духом, как известно, детей не накормишь. Так что приходится подрабатывать водителем грузовика. Так, а что это у нас такой склад? Нет, здесь у нас прачечная. Сказали, что у вас проблемы с водой. Это правда? Где вы берете эту воду? Или вы набираете ее, а на месте так стоит? С подачей воды проблем нет. Проблемы могут быть только тогда, когда за нее приходит счет. Очень дорого это. Если посчитать все коммунальные платежи, то в месяц у нас получается где-то 5500 песо. А все расходы на семью – это где-то 1010. Если учесть, что минимальная зарплата в Канкуне 5000, то это очень немало. Пригласив меня в дом, Марио познакомил меня со своей мамой, которая живет в своей комнате. Почти в своей. Оля, Оля, ну что, как вы тут поживаете? Хорошо, живу здесь с внучкой и внуком. То есть, подожди, вот это вот кровать бабушка с внучкой, а это внучок. Да, так и есть. Скажу сразу, район, в котором живет семья Марио, выглядит не самым безопасным. Уточню. А вдруг мне это только показалось? Ну, вы же в этом районе всегда жили, да? Да, Да. А безопасно было жить в этом районе? К сожалению, нет. Здесь есть и разные группировки, и девочки сомнительных профессий. Бывают даже перестрелки. Ну, а вот когда вот вы были подростком, легко можно было попасть в какую-то плохую компанию? Запросто. Всех подростков туда тянуло постоянно. Но, слава богу, у нас был строгий папа. И как только видел какие-то предпосылки, сразу брался за ремень. В итоге мы его боялись больше, чем бандитов. Но ему за это можно только спасибо сказать. Ну, хорошо, что вы доверяете Богу, но я вот к вам ехала, и я видела, прямо вот стоят вот эти вот женщины. Я вот прямо вот тут вот прям заворачиваешь к вам, и стоят вот эти вот женщины древней профессии. Так что, как-то так не очень. Кстати, вы, возможно, обратили внимание, что у Марио ровные белые зубы. Что для большинства бедных людей по всему миру огромная редкость, согласитесь. Все дело в том, что мексиканцы просто помешаны на здоровье своих зубов. Они считают, что чем чаще ты будешь чистить зубы, тем меньше будешь платить за их лечение. И, честно говоря, с ними тут нельзя не согласиться. Мама говорит, чтобы я чистил зубы минимум 3 раза в день. я могу чистить зубы и 5 раз в день. Щетка и паста у меня всегда с собой. Чищу зубы столько, сколько рекомендует мой дантист. А это каждый раз после еды. То есть 3-5 раз на день. И неважно, выходной у человека или рабочий, он, скорее всего, будет держать зубную щетку при себе. Вот, например, Альфредо целый день мотается по всему Канкуну и чистит зубы, где придется.
Просто работа такая. Альфредо предоставляет мой любимый сервис. Он мойщик автомобилей по вызову. То есть мне не надо никуда ехать и оставлять свое авто. Я звоню, и он приезжает ко мне сам. Перед поездкой в новую страну я всегда покупаю валюту. И делаю это на бирже банка Центра Кредит. По выгодному курсу и без наценки. Всего один клик, и валюта на счете. Быстро и надежно. Также с банком Центра Кредит можно выгодно вкладывать свободные средства и получать доходности выше, чем по вкладам. Альфреда я застала на рабочем месте, что не так легко, ведь его рабочее место каждый час меняется. Для того, чтобы тебя вызвать, это как получается? Ты сразу можешь приехать или с тобой нужно договориться на определенное время, на определенный день? У нас все забито, поэтому лучше звонить минимум за день. Я всегда вызываю мойщиков к себе. Это комфортно. Пока сидишь дома или работаешь, тебе просто на парковке помыли авто и все. Стоит такая услуга 150 песо, плюс, само собой, чаевые. Альфредо работает с напарником, поэтому весь заработок можно поделить на двоих. В итоге за месяц каждый из них получает около 10 тысяч песо, что примерно совпадает со средней зарплатой в Канкуне. Но вы официально это делаете или так просто, знаешь? Да нет, у нас не принято что-то оформлять. Смысл? Тогда же надо платить налоги, а это больше 30% от заработка. Так, слушай, вообще прекрасно, да? То есть у тебя получается бизнес вообще, который в удовольствие, в радость, так сказать, физически ты накачиваешь себе что-то. Слушайте, ребята, шикарный вообще бизнес. А теперь я хочу посчитать, сколько же нужно зарабатывать для того, чтобы комфортно жить в Канкуне. Итак. За пример возьмем как раз мойщика Альфреда. Вот он заработал свои 10 тысяч песо. А сколько потратил? Живет он сам в своем собственном доме, а значит, платит только за коммуналку. Коммунальные в небольших частных домах будут стоить до 4000 песо. Это если совсем не экономить. Будем считать, что Альфредо не экономит, так что минус 4000. Также помним, что местные очень часто питаются не дома. Это еще минус 3000. Плюс траты на продукты, на бензин и на расходные материалы для работы. Еще 5000. Итого получается, что Альфредо остается в минусе. Значит, или я неправильно считаю, или он живет в кредит. Честно говоря, в Мексике довольно сложно выделить средний класс. Он, конечно, есть, но это очень маленькое количество людей. В основном здесь или бедные, или богатые. Но несмотря на то, к какому именно классу человек принадлежит, работать он будет много. Причем настолько много, что в уникальном море с неповторимыми синими оттенками им самим даже купаться некогда. Туристы всегда удивляются, почему мы местные не ходим на пляж. Но там все одно и то же. Как-то давно приелось. Кроме того, отдыхать некогда, надо работать. Я часто ныряю под воду, но потому что это напрямую связано с моей работой. По сути, это она и есть. Дело в том, что я смотритель музея. Вы сейчас не удивляйтесь. Дело в том, что Роберто – смотритель не простого музея, а подводного. Да-да, в Канкуне есть музей, в который в буквальном смысле можно погрузиться с головой. Скульптуры, которые ты видишь вокруг, это тоже часть музея. Примерно половина из них находится над водой, а вторая половина под водой. А еще Роберто здесь же, в музее, и сам живет. И здесь же отель построил. Ну и правильно, а почему бы не зарабатывать дополнительно? Это дорого вообще здесь жить? В музее, да? Это ночь в музее, так сказать. Минимальная цена посещения самого музея – 1200 песо. Это если ты просто хочешь понырять в маске. Если с аквалангом и обучением, то 6000. А если хочешь остановиться у нас в отеле, то это еще 20 000 песо за ночь.
Построить такой крупный туристический бизнес, как у Роберта, здесь может не каждый. И главная причина здесь – образование. Дело в том, что обучение в университете здесь доступно далеко не каждому. Бесплатно в университетах Мексики могут учиться только круглые отличники. Все остальные студенты платят за обучение от 1400 до 2500 песо в месяц. Цена зависит от факультета. Ну, а если денег на учебу у тебя нет, то всегда можно пойти работать на трассу. Как Мария. Нет, это не Мария. Вот Мария. И она продает завтраки. Ну, а вы что подумали? Чем еще можно заниматься на трассе? Я знаю, что вы смотрите нашу программу и любите что-то перекусить легкое. Я решила узнать, что в Канкуне тоже люди едят на завтрак. А едят они, не побоюсь этого слова, чилакилис. Что бы это ни значило. Ну, насколько я понимаю, это вот такая хорошая булочка на завтрак. По сути, это что-то среднее между бургером и шаурмой. Ведь булочка здесь как от бургера, а начинка от шаурмы. Ну, естественно, с добавлением разных мексиканских соусов. Это серьезно? Люди приходят на завтрак, вот такое заказывают у тебя? Чаще всего да, но мы работаем до обеда, так что иногда могут взять и на обед. Дома я практически не завтракаю никогда. Я делаю это всегда в таких фудтраках или кафе. Больше всего люблю лепешки с мясом или чилакилис. Сколько стоит такой торт чилакилис? 55 песо. 55 песо. У меня один вопрос возникает. Тут люди не боятся иметь большую попу? Зачем этого бояться? Это же красиво. Чем больше съел, тем лучше. А сколько в день приблизительно продается таких чилапулисов? Не меньше 100. Ребят, ну у меня проблемы. У меня раньше были нормальные операторы. Они ели все. А теперь оператор считает калории. Поэтому придется возить своих собак. Ты что, бон аппетита? Как видите, заведения для мексиканцев заметно отличаются от туристических. Но поверьте, это вы еще не видели темаскаль. Из индейских традиций мне больше всего нравится темаскаль. Отличное место, чтобы очистить тело и душу. Темаскаль – это такая местная баня. Но кроме своей понятной функции бани, здесь есть еще и шаман, который проводит обряд, так сказать, для души. И это здесь настолько популярно, что, пожалуй, нет ни одного канкунца, который бы хоть раз не посетил подобный темаскаль. Скажи мне честно, это просто такая вот местная баня? Не совсем. Кроме бани, каждый клиент может обратиться к предкам и попроситься войти внутрь Матери Земли, а там задать любой личный вопрос и получить ответ. Там такая жара, что ты получишь любой ответ, только чтобы побыстрее выйти оттуда. Так, ну, прям интересно, а как же можно стать таким проводником внутрь Матушки Земли? Наверняка надо быть потомком великих индейских шаманов, родиться избранным и учиться всю жизнь. А это твоя основная работа или это хобби у тебя? Уже основная. Вот это. А чем ты раньше занимался? Я был полицейским. Как тебя жизнь крутанула? Сальто прям так. Серьезно? Ну ты такой улыбчивый, ты не похож на полицейского. Или ты добрый полицейский? Я был честным полицейским. А, честный и добрый, поэтому ты стал шаманом. И вот скажите после этого, что честный полицейский – это не магия. Но учтите, что стоимость консультации у предков и Матушки Земли – 500 песо. А скажи мне, кто к тебе приходит? Кто эти люди? Они болеют, они несчастливы или просто хотят пойти в баньку? Это люди и с эмоциональными проблемами, и с физическими. Здесь можно вылечить очень много болезней желудка, легких, суставов и так далее. Да? О, сейчас мой оператор закончим снимать, пойдешь. Бедолага, а то вот у него все болит, все вот это постоянно калории считает, есть ничего не может, знаешь, больной, худой, ну не знаешь, что с ним делать.
Многие думают, что Темаскаль – это туристический аттракцион, но на самом деле местные посещают ее чаще туристов. Для многих из нас это место силы. Я туда иногда хожу, но мне кажется, что это просто баня. Да, ты чувствуешь себя после этого лучше и легче, но это как и после любой обычной бани. В общем, с народной медициной понятно. Заплатил, отдохнул, поболтал с предками и пошел домой. Но когда я решила узнать, как здесь выглядит медицина традиционная, то, если честно, до конца так и не разобралась. Вы знаете, во всем мире я знаю только 2 вида клиник. Частная и государственная. Ну, я так встречала. А здесь, в Мексике, придумали аж 4. Вот это усложнили себе жизнь. Боже мой, 4 вида, что с ними делать? В Мексике есть полностью бесплатные государственные больницы для малоимущих. Есть государственные, но платные, там просто уровень получше. Есть клиники только для тех людей, у которых есть страховка. Ее, как правило, оплачивает работодатель. И есть частные больницы, они самые дорогие. Но там и самое лучшее качество медицины. Рожают здесь чаще в частных клиниках. Это стоит от 10 до 14 тысяч песо. Хоть и во всех типах государственных больниц это полностью бесплатно. Несмотря на то, что я рожала в частной больнице, чтобы оформить декрет, пришлось идти и в государственную. Ведь именно там надо собирать все бумажки, ходить по кабинетам и так далее. Но это только если ты роженица. А если тебе просто попасть к врачу на прием, то тут, оказывается, вообще в больницу можно не идти. Ни в одну из 4 видов. Вот так. Если вы заболели, плохо себя чувствуете, что вы делаете? Идете в больницу, правильно? А что делают люди в Канкуне? Идут в простую аптеку. И нет, они идут в аптеку в первую очередь не за тем, чтобы купить таблетки от головной боли. Они идут на прием к врачу. При каждой аптеке у нас есть кабинет терапевта, где каждый клиент может проконсультироваться и получить необходимый рецепт или рекомендации. Это удобно, ведь аптека есть на каждом углу, и там практически нет очередей. Попасть можно просто и быстро. Именно к такому врачу я и отправилась. Тесный кабинет, 1 стул и 2 стула. Вот и весь сервис. Я так понимаю, что если человек плохо себя чувствует, заболел, что-то его беспокоит, он может идти не в больницу, не к доктору, а прямо к вам. Так а в чем разница тогда? Как правило, аптека просто ближе, а уровень консультации одинаковый. В аптеках у нас принимают настоящие врачи с высшим образованием. Но стоит такой прием дешевле. Например, в частной больнице прием стоит от 100 песо. У меня 55, а в некоторых аптеках это вообще бесплатная услуга. Но в частную больницу я идти не хочу. Все равно они все похожи. Лучше я пойду в гости к зажиточным местным жителям. Посмотрим, как они живут, а? Интересно. С этим я пришла в семью адвоката Альфонса, где меня встретила его жена Инна. Оля, Инночка, привет. Привет, заходи. Я тебе хочу сказать, что вот мы сейчас заезжали, ты знаешь, все-таки вот ваш район отличается от всего остального Канкуна, который я видела. Да, у нас просто совсем не туристическая зона, поэтому все и район, и дом выглядит иначе. Пойдем, я тебе покажу. Окей, andiamo. Здесь у нас у каждого своя комната. Есть гостевая спальня и кабинет, где работает Альфонсо. Терраса и бассейн. Понятное дело, что сама я за этим не услежу, поэтому у нас есть домработница Хуанита. Большинство народа, конечно, на такой дом заработать не сможет никогда. С моим заработком, наверное, понадобится 3-4 жизни и не 1000 молитв. Проходи, знакомься, это мой муж Альфонсо, сын Хулио и дочь Хуанита. Оля, так, что у вас тут за игры? Это какое-то лото? Да, это такое лото, наша национальная игра. А у нас, знаете, какая игра есть в карты в дурака? Там, в принципе, все проще. Просто, знаете, кто остался, тот дурак. Ну, игры играми, а надо бы поговорить и о серьезном. Дорогие коммунальные услуги у вас? Свет, газ?
За электричество у нас получается где-то 5000 песо в месяц, 1500 песо за газ. Ну, а за воду мы вообще платим копейки, даже дешевле, чем в бедных районах. Дело в том, что в нашем районе есть свои скважины, а в остальном Канкуне центральное водоснабжение. Я, как обычный учитель, живу обычной жизнью в простом районе. У меня небольшой дом, газа я много не использую, и на подсветку бассейна не трачусь, так как у меня нет бассейна. В итоге за всю коммуналку у меня получается около 4000 песо в месяц. Мне вот интересно, сколько, вот живя в Канкуне, нужно денег в месяц, так скажем, вот семье, не вам именно, а вот вообще вот семье для того, чтобы вот, ну, нормально жить? Думаю, в среднем где-то 300 000 песо. На всю семью это мама, папа, бабушка и 4 детей. За месяц мы тратим где-то 15 000 песо. Конечно, хотелось бы больше, но в принципе нам хватает и этого. Вот вам и контраст. Разница между семьями практически в 20 раз. И это для Мексики обычная картина. А вот воспитание, что там, строгое. Обе семьи стараются дать своим детям образование и обеспечить хорошую профессию. Только первые под этим подразумевают врача или юриста, а вторые – водителя или мариачи. Местные жители обожают мариачи. Они приглашают их на все праздники. Даже если день рождения, предположим, в среду, они пригласят, перенесут все на субботу, лишь бы только мариачи были с ними. Но есть люди, которых эти мариачи раздражают. Если вы не в курсе, кто такие мариачи, то я вас уверяю, что вы в курсе, кто такие мариачи, просто не знали этого названия. Вспомните любое кино, где к столику в кафе подходит группа музыкантов в национальных мексиканских усах и играет национальную мексиканскую музыку, а потом они просят за это деньги. Вот это и есть мариачи. Чаще всего мы работаем по ресторанам, но на выходных и в пятницу на свадьбах, днях рождения и других праздниках. Местные люди больше всего любят музыкантов именно мариачи, поэтому работа у нас есть всегда. Словом, профессия отличная, работа есть постоянно. Консерваторию заканчивать не обязательно, но и официально бизнес оформлять тоже никто не требует. Заказать нас на праздник стоит 9000 песо, а просто в ресторанах мы работаем за чаевые. Бывает, конечно, что людям не нравится, бывает, что вообще за другой стол пересаживаются, но, как правило, так делают только туристы. Мы всей семьей заказываем мариачи на любой праздник. Они создают отличную атмосферу, ну и потом это же часть нашей культуры. А больше всего заказывать на праздники традиционную музыку любят люди в возрасте. Об этом мне рассказала Розария, которая уже вышла на пенсию и живет в большом просторном доме. Ой, ну у тебя вообще очень красивый дом, я тебе хочу сказать. А вот скажи мне, а другие вот пенсионеры, которые тут живут, они все вот так вот выглядят, как ты, прекрасно, живут, не знаю, так прекрасно и замечательно? Нет, конечно, все живут по-разному. Если честно, у меня жизнь так сложилась, что я на финансы не жалуюсь, поэтому и живу в удовольствии. Чтобы вы понимали, Розарий не является миллионером и живет далеко не в таком районе, как состоятельная семья Инны и Альфонса, у которых я недавно гостила. Зато у нее есть дом, о котором она мечтала, бассейн, который всегда хотела, и муж, который все это оплачивает. Здесь, в Канкуне, если ты работаешь, ты потом получаешь пенсию какую-то? Получают только те, у кого был официальный бизнес, и те, кто работал на госслужбе. По закону на пенсию в Мексике выходят в 60 лет, а те, кто может получать выплаты, получают ровно половину от бывшей зарплаты. Но большинство просто продолжает работать или остается на содержании детей. Скажи, пожалуйста, тебе лучше жилось раньше или вот сейчас уже? Ты знаешь, жилось одинаково хорошо. У меня жизнь была счастливой, и сейчас жаловаться не на что.
У меня были хорошие родители, которые меня воспитали, а я также вырастила и своих детей. Это и есть мой смысл жизни. Вот так. И дети ваши будут продолжать, правильно? Конечно, уже продолжают. Мой старший сын живет здесь, со мной, поэтому я вижу, что он делает. А скажи мне, как вот на твой взгляд, какие ошибки не стоит совершать в молодости, которые все равно все совершают, но, может быть, вот уже с высоты своего, знаешь, полета можешь сегодня сказать, что надо остерегаться молодежи? Невежество. Главное – это знание. Если у человека есть знание, то он будет и воспитанный, и интеллигентный, и обеспеченный. Поэтому основной совет – это учиться, даже когда думаешь, что уже все знаешь. Когда приходит время и жители Канкуна уходят в мир иной, то хоронят их чаще всего на городском кладбище. Но вот церемония погребения почти всегда проходит по-разному. Опять же, потому что в Канкуне живет очень много народу из самых разных уголков страны. Здесь и погребальные традиции у всех разные. Кто-то просто кремирует, кто-то хоронит в землю, ставит небольшой памятник, а кто-то строит целые дворцы для усопших. Есть такие, которые нанимают специальных людей, чтобы те плакали и так далее. При этом в городе есть как частные, так и государственные кладбища. Стоимость мест разная. Если на частных это 35 тысяч песо, то на государственных 25. Относительно погребения я бы выделила одну общую черту для всех жителей Канкуна. Какие бы ни были похороны, все их пытаются провести как можно быстрее. Ведь как можно быстрее надо вернуться к работе. Возможно, это сравнение покажется слишком прямым, но жить в Канкуне – это как жить в большом туристическом отеле. В номере справа живет простая и шумная семья с толпой детей, а в номере слева кардинально другая, тихая и спокойная, но явно с хорошим достатком. У бассейна вы видите всегда одну и ту же милую бабушку, а за ужином в ресторане развеселых музыкантов. Но главное то, что все это создает неповторимую атмосферу. Атмосферу бурной, разнообразной, вкусной и легкой курортной жизни. Если выйти из своего 5-звездочного отеля и прогуляться вглубь города, то ты увидишь совсем не туристический Канкун. Именно здесь кипит настоящая жизнь города. Города, где тяжело работают и далеко не всегда хорошо зарабатывают. Города, где много учатся и совсем не часто приходят загорать на пляж. Города, который может удивить еще очень многим. Да взять хотя бы Пляжи, о которых никто из туристов не знает. Пешеходные тропинки в джунглях. Подводные красоты вдалеке от туристических мест. Местные ресторанчики, где едят только мексиканцы. Самое удивительное в Канкуне – это люди, которые здесь живут. Короче говоря, знаменитый на весь мир курортный город Канкун – это всего-навсего одна улица возле моря. А весь остальной город – вот это и есть настоящая жизнь других.